Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу рассказать об обрезке деревьев на примере абрикоса. Вот так выглядит необрезанное дерево. Видно. И сейчас посмотрим, как выглядит обрезанное дерево. А вот так выглядит уже обрезанное дерево, абрикос. Здесь, конечно, надо будет садовым варом обработать или в крайнем случае краской. Эти все места пройти. Значит, в чем заключается принцип и суть обрезки? Можно, конечно, такое заросшее дерево и оставить, и не обрезать, потому что обрезанное оно немножко страшненько выглядит. Если вот так вот не обрезать, было у меня такое, что я не успевал просто обрезать. Очень здесь крупные абрикосы, очень урожайное дерево. И потом в некоторый момент, когда зеленые уже такие крупные абрикосы начинают дозревать, вот эти ветки, вот эти, могут вплоть до того, что полностью обламывается ветка. И другие те, которые сверху. Поэтому что дает обрезка? Обрезка дает то, что мы постоянно нарушаем баланс верхней надземной части и нижней корней, чтобы корни чуть были более развиты по сравнению с надземной частью. Тогда они сильнее дают сок в оставшуюся надземную часть, и плоды крупнее, да, их, конечно, меньше, но плоды крупнее, легче обслуживать это дерево, легче снимать плоды. Значит, здесь вот этот нижний ярус я сейчас буду убирать. По какой причине? Ну, во-первых, затеняет, жена попросила, огород затеняет. А во-вторых, вот если их не убрать, даже в прошлом году уже очень тяжело было добраться, снимать урожай. Через эти ветки потом добраться наверх, туда снять урожай. Поэтому я сейчас сниму вот эти все ветки, уберу, а потом будем укорачивать там ветки. Если, допустим, я бы решил не убирать эти нижние боковые ветки, нижний ярус, тогда принцип обрезки заключался бы в том, что вот эти все внутренние веточки, которые внутрь идут, вот эти все надо было бы убрать. Вот эту, вот ту веточку, вот. А эти все остальные укорачивать. Дальше. Основной принцип обрезки, который на таких деревьях очень тяжело соблюдать. На маленьких деревьях, да. Сейчас я расскажу. Значит, вот если есть такая веточка молодая, их потом надо будет все поукорачивать. Так вот, принцип, если укорачивается такая веточка, надо обязательно последнюю почку оставлять, чтобы она смотрела вниз. Не вверх, а вниз. Потому что с нее в этом году пойдет вот такой же прирост большой. И если мы оставим, к примеру, верхнюю ветку, то этот прирост пойдет туда, внутрь. А нам надо, чтобы она вширь расходилась. Поэтому вот и либо вот эту, либо вот эту вот последнюю. Вот таким вот образом. Но еще раз говорю, на таком большом дереве сколько веток, если я каждую буду присматриваться вот так, чтобы она шла вниз, то это я до лета буду обрезать. Поэтому, конечно, этот принцип на таком дереве я не соблюдаю. Еще раз, на маленьких деревьях, да, это обязательно этот принцип. Значит, здесь есть один принцип. Если обрезать вот такую большую ветку, то обязательно надо надрез сразу делать снизу, а потом сверху. Для чего? Если резать сверху полностью аж до низу, то в конце вот эта ветка отломается и потянет за собой, сделает большую рану в коре. Поэтому я буду сразу снизу, а потом сверху. Это вот такой принцип.
Значит, тут еще один есть нюанс. Принцип или правило обрезки. Я покажу здесь на срезанной ветке, но так делать это вот на дереве. В чем заключается? Часто я смотрю, обрезанные деревья люди либо не знают, либо по неопытности, не знаю, обрезают. Вот, к примеру, надо срезать эту ветку. Берут и вот так вот срезают. И вот так вот она остается. Что это дает? Ну, обязательно, во-первых, варом или краской надо заделать, если даже так. Но проблема в том, что здесь уже не могут развиваться, ну, практически не развиваются. Так пенек торчит, со временем он начинает загнивать, и туда попадают болезнетворные различные грибковые заболевания, и вплоть до того, что потом поражается весь ствол. Так вот, хоть крупная эта ветка, хоть мелкая, необходимо обрезать при самом стволе, где вот утолщение переходит уже в веточку, в тонкую. Вот в этом месте. Сейчас вот таким вот образом. Можно чуть-чуть еще, ну, по крайней мере, вот этот пенек, он затягивается. Хоть, еще раз говорю, крупные это ветки, хоть более мелкие. Сейчас пройдем на дереве, я покажу, как потом затягивает, если правильно обрезать. Вот я на примере этой яблоньки покажу. Тут я тоже делал такие крупные срезы, но это надо, естественно, заделать, либо закрасить. Вот видно, значит, вот в этом месте веточка была, уже ее не видно. Вот маленькая веточка, оно ее затянуло, если правильно сделан срез. Вот выше, вот, затянуло. Вот здесь начинает затягивать, вот видно как. Кора начинает нарастать там. Вот веточка была, видно как зарастает потихоньку. Тут вот я заделал садовым варом. То есть вот так вот правильно срезать ветки. В чем будет заключаться здесь принцип обрезки оставшихся веток? Буду убирать все сухие вот такие веточки, обрежу. Потом все ветки, которые идут внутрь, вот это, допустим, вот эта ветка, вот эти все веточки, вот эта веточка, которые внутрь сюда идут. А оставшиеся ветки просто буду укорачивать. Ну и буду работать, как уже будет видно в камеру, там я не знаю. В общем, так. Ну и вот как приблизительно теперь выглядит обрезанное дерево, обрезанный абрикос. Конечно, кому-то покажется это очень страшно, но обрезаю вот так приблизительно каждый год. И каждый год, так как было в видео сначала, выглядит оно на следующий год. Поэтому обрезка, я считаю, жалеть тут не надо. На этом все. Пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. Много, мало я обрезал. Может, были какие-то ошибки или сделал все правильно. На этом все. Пока.